Всем привет, друзья, с вами Jackson Code, и в этом видео мы рассмотрим, что такое коллайдеры, как они работают, и приведем несколько примеров их использования. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и мы начинаем. Коллайдеры — это компоненты, которые определяют область, в пределах которой объект может взаимодействовать с другими объектами в игровом мире. Коллайдеры используются для обнаружения столкновений и триггеров, которые могут влиять на поведение объектов. Итак, создадим на сцене три примитива — сферу, куб и капсулу. При создании этих примитивов на них автоматически создается компонент коллайдер по их форме. На капсуле капсул коллайдер представляет собой цилиндр с полусферами на концах. Полезен для персонажей, так как его форма хорошо соответствует человеческому телу. На шаре сфер коллайдер представляет собой сферу. Идеален для объектов с круглой формой, такие как шары или игроки. На кубе бокс коллайдер представляет собой прямоугольный параллелепипед. Хорошо подходит для объектов с угловатыми формами, такие как ящик или здание. Train коллайдер используется для создания столкновений с ландшафтом и местностью. Но давайте еще добавим на сцену подготовленный мною объект. Это вазон для цветов. Он явно имеет более сложную форму. Так какой коллайдер использовать с ним? Есть два варианта. Можно использовать составной коллайдер, используя несколько примитивных коллайдеров, и подогнать их форму под объект. Или можно использовать Mesh коллайдер. Обязательно нужно поставить галочку Convex – выпуклые. Теперь давайте рассмотрим свойства каждого коллайдера. Капсул коллайдер имеет следующие свойства. Is-триггер. Если включить данное свойство, этот коллайдер будет использоваться для запуска событий и игнорировать физический движок. Об этом мы поговорим с примерами чуть позже. Материал. Ссылка на физический материал, который определит, как этот коллайдер должен взаимодействовать с другими. О физических материалах мы будем говорить в следующих видео. Центр. Позиция коллайдера в локальном пространстве объекта. То есть, если мы будем менять значение, то коллайдер будет менять свое положение относительно объекта, на котором он установлен. Радиус. Это радиус ширины коллайдера в локальном пространстве. Меняя это значение, мы будем увеличивать или уменьшать радиус коллайдера. Height. Высота коллайдера, соответственно, меняет значение высоты коллайдера. Direction. Меняет ось, вдоль которой расположен коллайдер в локальном пространстве объекта. Далее сфер коллайдер. У него все те же самые свойства, кроме высоты и направления. Бокс коллайдер. Те же свойства, только вместо радиуса, высоты и направления у него имеется свойство size. Размер. Меняя их, мы соответственно меняем размер коллайдера. Теперь Mesh коллайдер. Свойство Convex. При выключенном свойстве компонент Mesh коллайдер создает коллайдер на основе точных размеров объекта, что очень сильно сказывается на производительности. Поэтому мы включаем Convex, чтобы создать более грубый коллайдер на основе рендеринга объекта, что уже не так нагружает систему. Далее свойство Cooking Option. Здесь можно выбрать несколько вариантов. Cook for Fast Simulation лучше оставлять включенным, чтобы не снижать производительность в угоду точного моделирования. Enable Mesh Cleaning уменьшает количество вершин при создании коллайдера. Well Collocated Vertex позволяет соединять близко расположенные вершины. Use Fast Midfast используется только на сборке для ПК и обеспечивает более качественное моделирование. Итак, мы рассмотрели основные коллайдеры и их свойства.
Теперь давайте на практике рассмотрим, как с ними работать. Создадим скрипт-контроллер. Напишем в нем логику перемещения объекта. Создадим переменную speed, в которой будем указывать скорость перемещения объекта. Создадим перечисление direction, в котором перечислим направление, в котором будет перемещаться объект. И создадим переменную direction типа direction. В апдейте создадим конструкцию switch, в которой укажем, что если переменная direction будет совпадать с одним из кейсов, то в этом направлении мы будем перемещать объект. То есть, если направление будет up, то мы будем перемещать объект по координате y в положительном направлении и так далее. Переходим в Unity, кидаем скрипт на куб и выбираем направление left. Скорость выставляем на 1. Запускаем. Мы видим, что куб перемещается и проходит сквозь остальных объектов, то есть физически не контактирует. Для того, чтобы объекты сталкивались, помимо коллайдеров, на одном из объектов должен быть компонент RigidBody. Установим компонент RigidBody на куб. Запускаем. Теперь мы видим, что объекты сталкиваются. Теперь давайте сделаем так, чтобы при столкновении со сферой куб менял направление. А если он столкнется с вазоном, то он уничтожится. Для этого давайте изменим скрипт контроллер. Добавим два метода. SpeedSet и SpeedGet, чтобы мы могли получить доступ к переменной speed из другого скрипта. Создадим скрипт onTouch, который будет отвечать за столкновение куба с другими объектами. В нем прописан метод onCollisionEnter. onCollisionEnter вызывается, когда коллайдер начал соприкосновение с другим коллайдером. Далее напишем if collisionGameObjectName равно sphere. CollisionGameObjectName нам дает имя объекта, с которым мы столкнулись. Мы создаем экземпляр класса Controller и в него передаем ссылку на экземпляр класса Controller объекта, на котором висит скрипт onTouch. Далее мы вызываем у него метод SpeedSet и передаем аргументом метод SpeedGet, умноженный на -1. То есть при помощи метода SpeedGet мы получаем текущую скорость, умножаем на -1, чтобы инвентировать движение, и передаем это значение в метод SpeedSet, который меняет значение speed в компоненте controller. Далее пишем if collisionGameObjectName равно flowerpot, мы вызываем метод destroy и передаем ему аргументом объект, на котором висит данный скрипт. Метод destroy уничтожает объект. Сохраняем. Запускаем. И видим, что куб движется влево, касается шара, меняет свое направление, касается вазы и исчезает. Теперь давайте рассмотрим, как работает свойство isTrigger. Удалим все, кроме сферы и куба. Создадим скрипт StopObject. В нем пишем следующий код. onTriggerEnter вызывается, когда другой коллайдер входит в триггер. В нем создаем экземпляр класса Controller и передаем ему ссылку на компонент Controller у объекта, который зашел в триггер. Вызываем у него метод SpeedSet и передаем аргументом 0, чтобы объект остановился. Сохраняем. Кидаем скрипт на сферу. У коллайдера включаем свойство isTrigger. Увеличиваем радиус и запускаем. Как мы видим, куб доходит до границы триггера и останавливается. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях. Также хочу напомнить, что все скрипты и папки с проектами к каждому видео доступны в моем патреоне. Ссылка в описании.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И всем добра!